Доброго времени суток. Отправляемся на болото. По заданию Шерстюка доставить припасы военным, охраняющим... Ух ты, ёханый бабай. Мы бежать не хотим. Надо вкинуться. Охраняющим ученых на болотах. И вкинула нам конкретно веса. Ящик. 2 ящика. И еще бочонок вина занести надо. Что-то мы совсем перегружены. Запрыгнули, отлично. Да сфига здесь. Ищи, капец. Так, ладно. Давайте будем переходить, снимем буст. Так, мы на болотах. Я вот единственное... Надо выложиться. У меня тут лишка есть. Смотрим ящички, может где-то стоит халявный. По всем этим самым нету, да? Ой, блин. Патроны надо было выложить еще у Сидора. Так, а в принципе нам и выкладывать-то нечего. Так. Да идите вы нафиг, а! Нафига вы сюда побежали? Я дурею, блин. Ну спихни своего друга, блин. Еще надо было, наверное, одеть. Ну да, вроде бы как дает защиту. Небольшую, правда, но... Нифига. Нифига. Офигеть. На. Странно. Нас здесь не ждут. Вернее, не хотят, чтобы мы сюда пришли. Капец, как же от нее жрать хочется, а. Ну, лишь заметит меня, да? Да, сейчас. Как же. И кабаны все сбежались, а? И... А этот... Сволочь откуда здесь?
А, они там друг с другом воюют, ну ладно. Ох, нифига себе. Ух ты! Летающая псевдо. Это что? А, это тушкан. Как они там заняты? Наверное, надо ливать отсюда. Куда это они пролетели? Ладно. Ну нафига? На, котята. Ну, ничего так ничего. Вот ящичек я разобью. Тихо, 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 тихо. Блять, еще себе подкинул веса. Ладно. Еще ящичек. Круто. Патроны. Так, давайте зарядим. Нам эти патроны нужны. Пойдем сразу на базу. Чистого неба. Блин. Не понял. Ну, у нас 5 килограмм только перевес. Иги. Тяжко нам будет. Что если нам сразу сбегать к воякам? Или лучше уже пообщаться, сохраниться можем? Да ну нафига такая фигня вот это, блин? Хереть, бегушь, не останавливаясь. Здорово вообще. Давайте сохранимся. Братан, отведешь? Привет. Не знаешь, как пройти на базу? Отчего же не знаю? Знаю. Дорогу можешь показать? Ну, показать не могу, а вот провести туда, пожалуйста. Я тебе завяжу глаза и проведу. Согласен? Шатун, ну давай. Пошли. Так, пошли сразу с кем-нибудь пообщаемся. Что у нас тут? Парни? Ладно. Чё, да? Пошли к Демьяну. Зайдем. Кто он, где он тут? Привет, Демьян. Так, новое лицо. Ну, заходи, поговорим. Так, добрый день, Меченый я. Я Демьян, слежу тут за порядком. Что-то хотел? Я слышал, здесь раньше база группировки сталкеров, группы сталкеров была. Да, примерно год назад тут обитали чистонебовцы. Чем они конкретно занимались, я не знаю. Но, наверное, как и все, пытались нажиться на разных чудесах. Ну а тебе-то какая в них нужда? Память я потерял. Не помню ни кто я, ни откуда. Есть одна ниточка, потянув которую, может быть, и вытяну изнутри себя самого. Что за ниточка? При мне, когда я очнулся, был ПДА, в котором упоминался стрелок. И вроде бы чистонебовцы интересовались стрелком. Может, какие записи сохранились? Что за нит? Стрелок? Да, слышал про такого сталкера. Пропал он давно уже. Ну и записи мы не так давно тут обосновались. С конца зимы.
До этого больше полугода здесь никто не был. Так зверье шаталось. Так что уж и не знаю, остались ли какие записи. В общем, я ничего подобного не видел. А ты с самого начала тут? Стрелок. Иван Сергеевич нашел это место. Он тут первым был. Он и один сталкер. Вот только как звали сталкера, я не помню. Поговори с самим Иван Сергеевичем. Может, он сможет тебе помочь? Иван Сергеевич нашел это. До встречи. Ладно, пойдем к Ивану Сергеевичу. Где он там, блядь, у нас друг этот? Иван Сергеевич. Так надо, наверное, поменять артефакт. Пусть нас подлечивает. Иван Сергеевич, здравствуйте, дорогой. Здравствуйте, молодой человек. Я смотрю, жизнь к вам была сурова. Здравствуйте. К сожалению, а может быть и к счастью, не помню всей своей жизни. Пытаюсь же какую-нибудь ниточку из прошлого найти. Судя по шрамам в вашем лице, тяжелая у вас была жизнь. Как к вам обращаться? Пока мое имя Меченый. Что ж, Меченый, надеюсь, вам удастся вернуть все воспоминания. Могу я вам чем-то помочь? Хотелось бы... Вы ведь вроде бы биолог. Может, объясните мне, почему человек теряет память и как он может ее вернуть? Сложный вопрос. Никто ведь толком так еще и не может объяснить, как и куда вообще происходит запись воспоминаний. Я уж разные там феномены памяти, вроде суперпамяти или, наоборот, частичной амнезии при полном сохранении сознания. И подавно не объяснить. Есть, конечно, теории и устоявшиеся мнения, но вас ведь интересует конкретика, а именно ваш случай, как я понимаю, да. Вот как раз конкретно, как было и что делать в вашем случае, я ничего сказать не смогу. А общие рассуждения пользы не принесут. Что ж, ясно, что ничего с памятью не ясно, даже вам. Еще вопрос. Насколько я слышал, тут ранее была база секретной группы сталкеров. Это был проект по изучению свойств зоны. Руководил им некий профессор Лебедев. А вот я от него и узнал об этом месте. Он и его ассистенты, видимо, погибли. Была какая-то отчаянная попытка прорваться в самое сердце зоны. Не хотелось бы говорить дурно о коллеге, ученом, но подобная авантюра не могла увенчаться успехом. Да, вот коллега Сахаров занимает более осторожную позицию, и я склонен одобрять ее. Простите, что отвлекаю, но не осталось ли каких-нибудь записей от предыдущих обитателей? Записей? Были какие-то бумаги, но нам они ничем не могли быть полезны. У нас несколько иное направление исследований. Мы изучаем проявляющиеся в условиях зоны естественные мутации, приводящие к возникновению телепатического феномена. Как показывают предварительные исследования, имеется кое-какие изучения, в поле которого и поддерживается... Так, простите, мне нужно отойти. Короче, прерываем его разговор. Так, Меченый. Так, молодой человек, Меченый, да? Чем могу вам быть полезен? Иван Сергеевич, а где записи? Записи? Какие записи? А, записи Лебедева. Мне показалось правильным отдать их моему проводнику. Он проявил известный интерес к ним. Как он сказал, кое-какая информация может помочь сталкерам в проблеме нахождения безопасных путей к центру. А где этот проводник и как его зовут? Где, я не знаю. Он ушел спустя пару недель после нашего обустройства. Говорил, что пойдет на север. Зовут его... Из головы вылетело. Фантом. Нет, глаза такие светлые. Спросите у нашего заведующего хозяйственной частью. В основном он имел с ним дело. Спрошу. И еще вопрос. Вы сказали про центр зоны. Я уже не раз это слышу. Что там такого важного, что туда так упорно все ищут путь? Если бы я там был, я бы мог вам ответить. Есть предположение, что там может находиться некий суперартефакт-монолит. Имеется также косвенные данные, что какие-то люди защищают этот монолит. От кого, от чего, неясно. Да и люди ли, это тоже неясно. В общем, центр зоны — область окутана тайнами, домыслами и слухами. И как все таинственное, оно одновременно и притягивает к себе, и пугает. Очевидно, из-за этого такой интерес. Да, тайны, слухи. Узнать бы, зачем туда хотел стрелок попасть. Спасибо, Иван Сергеевич. Так, а что, больше ничего, да? Ну, пойдем к вашему заведующему постчастью. Тихо. Да, тяжко. Пахом, привет. Так, привет, парень. Кто, откуда и куда? Меченый я. Не слышал? До нас редко слухи доходят. Слишком изолированно живем.
Меня Пахомом зови. Хотя и не по паспорту, но так уж повелось. Пахом, значит, торгуешь тут? Да нет, в общем-то. Заведую кое-каким оборудованием и снаряжением. Я в нашем НИИ завхозом был. Вот Иван Сергеевич и предложил с ним прокатиться сюда, в зону. Сижу тут, чтобы хватало всего для жизни, ну и лишнего, чтобы не пропало. Так, значит, ничем не поможешь. Почему же? Сергеич говорит, мол, если сталкеры нам помогают, то и мы должны им помочь. Так что можно и обменять кое-что полезное на дары зоны. Обменять, а продать? Парень, тут не магазин. Что значит продать? За какие шиши? Валюту имеешь? Так спрячь ее подалее. Не наравен час, увидит кто, шальной. Разжиться решит на халяву. И мне ни к чему такой расклад. У меня вот по мелочи еда, кое-какая медицина. Сергеич имеет интерес ко всяким мутантам, поэтому и меняем их части на то, что есть. Ну, и артефакты тоже пойдут. Нужно же окупать нашу экспедицию. Но никаких денег. Ни-ни. А Сергеич, он что, старше у вас? По научной части профессор Ригорович Иван Сергеевич, главный. Это ему пришла в голову идея изучать всяких мутантов прямо в зоне. Выбил фонды, какую аппаратуру, молодых аспирантов привлек, а по части охраны и порядка Демьян присматривает. Понятно. Ладно, бывай пока. Не бывай, подожди. Меченый, ты что хотел? Да я так, потрещать за жизнь. Можно и потрещать, я никуда не тороплюсь. Да и ты, вижу, тоже. Так. Пахом, я говорил с Иваном Сергеевичем про бумаги, посоветовал к тебе обратиться, мол, ты в курсе. Хороший мужик, Сергеич, только не от мира сего. Слишком много думает об этих монстрах. Как дать что? Что-то он тебе сказал? Он сказал, что отдал какие-то записи проводнику, который вас сюда привел. Говорит, ты больше с ним общался. Да, приходилось. Призрак его звали. Человек в себе. Вроде ничего определенного, но я его недолюбливал. Постоянно какие-то тайны, внезапные исчезновения. Когда он ушел окончательно, по-моему, стало как-то спокойнее. На север зоны он подался. Но записи тут, на болотах оставил. С собой не понес. Точно тебе говорю. Последние дни он как-то проговорился, что хлам старый штрек на Тузле сбросил. Охотники рассказывали, что это где-то у старого железнодорожного моста, на севере болот. На севере, значит. Надо наведаться. Так, Пахом. За жизнь... Оружие. Так, Пахом, а ты стволы не берешь на обмен? А зачем они мне? Новичков, которые можно было бы их обменять на что-нибудь полезное, практически не бывает. Те сталкеры, что иногда добираются до нас, уже имеют неплохое оружие, и им не нужно то изношенное старье, которое приносят из зоны. Куда ж это железо девать? Сильвестру предложи, нашему кулинару. Он из сталкеров сам. Может, кое-какие бабки, ну и эти ваши виртуальные, перечислить на счет. Много, конечно, не даст, но все же Сильвестру. Ладно, спрошу у него. Так, так, что у тебя там есть? Да, круто. И что мы у тебя взять можем? Да ни хрена, да? Патронов нет. 15 тысяч, да ты с ума сошел. Офигеть. Не, это дороговато пока. Банка. Ладно, подожди, ничего там, ничего. Так, ладно. Пойдем сохранимся. Э. Так, давайте снимем артефакт. Демьян, сидишь, да? Сохранимся. Ну, потрещим, что ли, Демьян? Меченый, ты что-то еще хотел? Да ничего, в общем-то. Думаю, что делать и куда дальше двигать. Обычно сталкеры стремятся поглубже зону ходки делать. Так выше шанс хорошие артефакты найти. А насчет что делать, работа для тебя найдется. Но большого навара не принесет. Сам видишь, научное братья не богато. Что за работа? И чего это ты все в карту пальцем тычешь? Ищешь что-то? Где-то на севере болот двое наших ученых застряли. Ушли с проводником, времени прилично прошло, никаких известий. Да, зона, пропасть тут легко. А что за проводник-то? Прол, он эти места хорошо знает, не мог заблудиться. Они в район старого рыбацкого хутора пошли, что в северной части болот. Если будешь там, загляни. Чувствую, что-то у них произошло. Место там вроде как тихое, зверья почти нет, но все же. Буду в тех краях, загляну. Ну, хорошо. Так, ну, в принципе, мы тут пообщались. Пойдемте.
Смотрю при оружии. Может, поможешь оборонять этот островок? Островок от кого? К вам же просто так и мышь не проскочит. Мышь-то, может, и не пролезет, а вот псы бешеные, кабанчики или еще какие твари, бывает, и лезут. Сам видишь, настоящих бойцов тут почти нет. Я, Демьян, да еще пара сталкеров. Не могу я пока остаться. Уж нужно мне сначала кое-что узнать. Не можешь? Значит, так тому и быть. Будут лишние патроны, Сильвестру неси. Договорились. Да уж, хорошо, там для нас нет. Не говори. Какого черта меня сюда понесло? Да, выведи меня, пожалуйста, и я пойду дальше. Так, пойдемте к нашим солдафонам. А жрать же ж хочет. Да, далековато. Да что с игрой, я не пойму. Так. Давайте сохранимся, да пойдем дальше. Идем дальше. Ну, кошки опять, блин. Да ну зачем вы мне тут нужны, кошки? И ты убежала. Да сколько в тебя стрелять-то надо? Вы что там кошку завалили, парни? Блин, с бедра лучше залетает, чем с прицела. Ничего, ее там порвали. Порвали кошку. Ай. Блин, обидненько. Обидненько. Мне мог быть и хвостик. Блин. Че не снять сразу? Всё. Блин, а куда я иду? Блин. Пятьдесят. Так, ну попробуем. Ай-яй-яй-яй, как долго, 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 долго. Да, капец, один рентген.
Да. Дзигу кинула кошка, теперь мы уже сонные. Да ладно, не ругайся. Все нормально будет. Давайте сохранимся здесь у них. Вытяну. До конца надо. Нету других вариантов, нету. Зубами удержусь, а вытяну. Ладно, все Главное, хорош. тут не слететь. Так, привет, мужик. Присядешь? Ты к нам или так мимо проходил? Привет, служивые. Что, караулим? Да так, перевалочный пункт. Иногда привозят ученых, которые эту заразу изучают. Ну и светим в болото, чтобы те не заблудились. Мало ли. В общем, вот, сидим тут. Не весело как-то. Не надоело? Да всё будет. Да задолбало, по самое не хочу. Жратвы нормальной нет, выпить нечего. Радиация! Хоть и дают таблетки, а все одно боязно. У тебя нет, случаем, нормальных консерв или сухпайков? Ну, а если есть, с какого перепуга я должен подкармливать военнослужбовцев? Хвост. Ну, мы ж соображаем. Патрошков можем подкинуть. Этого добра пока хватает. Вон цинки копятся, сбрасывают с вертухи. А по ком стрелять тихо тут? Патронами банкуете? Положим, есть у меня лишняя провизия. Каков прескурант? Класс. Ты вон на вышку Кучерявому залезь, он сейчас банкует. Там и торгуетесь. Ну хорошо, на вышку так на вышку полезем. Радейка еще до сих пор выходит. Блин, и ХП ушло. Бедный уже еле ползет. Так, где наш братан? Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Бля, пипец. О, ты сразу твой. Путевая есть что? А ты, значит, начпрод? Не начпрод, просто моя очередь дежурить и за складом приглядывать. Ну что, есть что на обмен-то? Консервы, сухпай армейские. Только консервы и сухпай берете, а колбасу и, к примеру. Колбасу эту вашу, ну ее нафиг. Уже ученые. Одного вон еле откачали. Консервы берем. Их, по крайней мере, на заводе делают. За банку дам патронов 5,45 бронебойных. Так, за 2 патронов 7,62. И хлебушка, не забудь, батон каждой банки. А если случится тебе сухпай армейским разжиться, то обоих калибров по пачке подкину за упаковку. Только смотри, чтоб цельная была, не вскрытая. Ладно, пойду я, еще заскочу при случае. Так, тихо. Так, привет, ты снова по поводу обмена? Я к вам с посылкой. Шерстюк припасов прислал. Так, надо же, а мы думали, про нас уже и забыли. Помнят и очень переживают, чтобы вы тут с голоду не попухли. Так что принимайте, спину уже ломит такую тяжесть таскать. Отлично, теряем ящик, теряем ящик консервов и картонный ящик. Так, отлично, спасибо тебе, возьми хоть патронов. Извини, больше дать нечего. Патроны 5,45, 300 штук, БП, хорошо. Ничего, всегда бы так благодарили. Шерстюк еще велел передать, что про ваш маленький бизнес он в курсе, но начальству пока не докладывает. Это все дальше сами разбирайтесь. Вот так, вот откуда такие щедрости этого алкаша. Конкурента он в нас увидел, крыса тыловая. То-то сталкеры поговаривают, что с капитаном с нефтекачки барыжит патроны цинками, да еще и за чеки валютные. Шерстюк с ним в доле, факт. А тут на пайку пару пачек сменяли, и уже изменники Родины. Ничего, скоро будет товар совсем другого качества и количества. Утрутся оба, так что подходи, только это между нами. Так, что-то тут интересное. Мне бы со своими делами разобраться. Хорошо. Так, мы у него обменяли патрошков 300. То есть, вернее, он дал нам за то, что мы ему доставили продукты, 300 штук бронебойных патронов 5,45. Это хорошо. И намекнул, что будут еще какие-то у него товары. Блин, ладно. Хорошо. Сохранимся. Ну, давайте пойдем уже. Так, а ну, что у нас там? По весу 40 килограмм. Отлично. Мы стали легче. Но у нас радиация еще не ушла. Это что, прикол? Ладно, тогда поговорим еще с этим самым, с ученым. Ничего. Я им так просто не дамся. Встигнути тільки як щось. Побільше варюхи з собою. Так, привет, мужик. Интересуешься? Да, типа того. Что изучаешь? Я-то просто так и не объяснишь. Пока вот за аппаратурой слежу, а уж она все делает сама.
Выброс регистрирует разные энергетические флуктуации. Все компонуют и отправляют через релейные ретрансляторы в нашу шарашку. А уж там пытаются понять, что же получилось. А что тут? Ближе к центру выброс гораздо сильнее. Серьезно? Ну надо же. А мужики-то и не знают. Шучу. Все это понятно. Но ведь данные, которые получаем при выбросе, нужно еще и отправить туда, где их могут анализировать. А связь с зоной вообще никакая. В зоне вообще никакая. Вот и получается, что только тут, на окраине, и возможно вести постоянные наблюдения. Значит, связь постоянная у вас тут. Интересно. Так, понятно. Нам бы... Сволочи. Аномалии Так, гадские. давайте еще раз сохранимся. Все, не хочу больше. Не могу. Я так чувствую, с 5 килограммов, я уже тут того. Так, давайте. Так, ну что мы? Сегодня мы, получается, выполнили задание Шерстюка, отнесли припасы военным на вышку, да? Получили за это награду. Пообщались на базе Чистого неба с ребятками, с нашими, получили много информации. Давайте на сегодня закончим. Там дальше у нас есть задание еще ученых найти. Сказали, они где-то к рыбацкому хутору пошли. Ну, на следующей серии длинное задание. Ну и там много еще чего делать. Давайте продолжим на следующем видосе. Кто первый раз, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите. Ну, хорош болтать. Пишите, что думаете. Ну, кто что знает. Все, давайте, до следующего видоса. Только сильно не спойлите. Хочется все-таки самому проходить. Давайте, до следующего видоса. Пока.